Этот человек основал мультимедийную империю, которая по сей день создает настоящие шедевры. Он стал легендой благодаря тому, что создал первые в истории музыкальные и звуковые мультфильмы. Его абсолютный рекорд по статуэткам Оскара, 26 штук, не удалось побить еще никому. Именно благодаря доброму дядюшке Диснею мир узнал таких ставших уже культовыми персонажей, как Русалочка, Белоснежка, Король Лев, Олененок Бэмби, Микки Маус, Дональд Дак, 101 Далматинец и многих других волшебных героев. Конечно, о диснеевских мультфильмах и сказках знают все. Многие из нас на них выросли. Но что нам известно о самом создателе этой волшебной мультивселенной? И был ли добрый дядюшка Дисней таким добрым, как всем нам кажется? Давайте попробуем разобраться. Уолтер Элайас Дисней, которого мы знаем как Уолт Дисней, родился 5 декабря 1901 года в Чикаго. Однако детство его прошло сначала в штате Миссури, а затем в Канзас-Сити. У Уолта было 3 старших брата – Герберт Реймонд Рой и младшая сестра Рут. Их отец страдал пограничным расстройством личности, из-за чего мог внезапно наказать детей, отругать без причины и даже избить. Все это наложило отпечаток на дальнейшую жизнь мультипликатора. В сценариях его мультфильмов почти нет счастливых полных семей, зато представлены практически все проблемы детско-родительских отношений. Уолт с детства проявлял интерес к рисованию, а свои первые комиксы начал продавать уже в 7-летнем возрасте. Путь к анимации Диснея был тяжелым и тернистым, и начался совсем не с рисования. В 9 лет Уолт уже сам зарабатывал себе на жизнь. Мальчик просыпался в 5 утра, чтобы вместе со старшим братом Роем доставить почту, а потом бежал быстрее в школу. В 15 лет Уолт Дисней устроился рабочим на фабрику по производству желе. Там же работал и его отец. Парень трудился хорошо, но это было не то, о чем он мечтал. Стать профессиональным художником, во что бы то ни стало, твердо решил Уолт. Услышав такое, отец Диснея чуть не сошел с ума. Разве можно зарабатывать на хлеб, рисуя всякие там картинки? Но Уолта было не отговорить, и он поступил в школу художественного искусства. Закончить художку Уолту помешала Первая мировая война. Неожиданно для семьи парень бросает учебу, подделывает свидетельство о рождении и, прибавив себе пару лет, бежит во Францию. Там Дисней прослужил 1 год водителем санитарной машины Международного Красного Креста. После войны Дисней вернулся в Америку и начал работать на ярмарках, развлекать публику фокусами и шутками. Кроме того, он снимал рекламные фотографии. В 1920 году Уолт получил работу в рекламном агентстве, а вскоре открыл в Канзас-Сити собственную маленькую студию смеха Грамма, которая быстро прогорела. Но Дисней не отчаялся и переехал в Голливуд, где в 1923 году создал новую студию, ныне известную на весь мир. Образ доброго дядюшки Диснея, который активно продвигался в прессе, а многие так думают до сих пор, разбивается вдребезги, если вдаваться в детали. Так известно, что Дисней был скрягой похлеще Скруджа Макдака из «Утиных историй». Он всеми силами стремился не повышать зарплату сотрудникам своей студии, выступал на забастовках и запрещал им вступать в рабочие профсоюзы. Зачинщиков забастовок Дисней увольнял без раздумий. Одна из забастовок длилась 2 месяца и все равно ни к чему не привела. Еще Дисней считал, что женщины не способны на творческие подвиги, и с неохотой нанимал их на работу. Несмотря на все это, работа на его студии считалась весьма престижной. В 1936 году, на 35-летие Диснея, сотрудники студии нарисовали мультфильм с Микки Маусом, в котором обыграли ситуацию с зарплатой и забастовками. Уолт поаплодировал этой затее, а потом спросил, кто авторы затеи, после чего просто прилюдно уволил их без выходного пособия и покинул помещение в полной тишине. Многочисленные друзья и близкие Уолта Диснея говорили, что на публике он милый, а дома настоящий тиран. В полной мере это поняла его жена Лилиан Боунс,
которая работала у Диснея секретаршей. В 1925 году они поженились и 8 лет безуспешно пытались завести ребенка. Уолт, чья работа приносила все больше денег, очень переживал из-за этого и вымещал гнев на жене, которая к тому времени пережила несколько выкидышей. Наконец, в 1933 году у них родилась дочь Дайана Мэри, которая впоследствии стала заниматься многими делами студии. Дисней всегда мечтал о большой семье, но врачи сказали, что шансов на рождение второго ребенка у них мало. Так что в 1937 году пара удочерила малышку Шерон Мэй. Несмотря на громадную загруженность на работе, все свое свободное время Уолт посвящал семье. Однажды, гуляя с дочерьми, он подумал, что неплохо было бы создать место, в котором детишкам будет интересно. Так появился Диснейленд, ставший настоящей империей развлечений. Сейчас подобные парки открыты не только в США, но и во Франции, Японии, Испании и некоторых других странах. Кстати, с момента открытия Диснейленда его сотрудникам было запрещено носить бороды. Никаких длинных волос, усов и бород. Мы не можем допустить, чтобы кому-нибудь продал баночку колы нечесанной хиппи, неоднократно повторял сам Уолт Дисней. Запрет был настолько строг, что только в 2000 году его впервые пересмотрели, разрешив работникам парка носить ухоженные небольшие усы. В 1938 году в жизни Диснея произошло событие, которое он не смог себе простить до конца жизни. Когда киностудия начала приносить доход, а мультфильм «Белоснежка и 7 гномов» побил все рекорды проката, Уолт купил родителям дом в Северном Голливуде. Они переехали туда осенью 1938 года, будучи уже в почтенном возрасте. Не прошло и месяца, как в доме начались проблемы с газовой трубой. Дисней отправил на починку ремонтников, работавших на его студии. Они вроде бы устранили поломку. Но 26 ноября мать мультипликатора Рут Дисней внезапно умерла от отравления газом. Оказалось, что рабочие были недостаточно квалифицированными и не заметили утечку. Напрямую Уолта никто не обвинял. В то время и не было принято судиться из-за халатности рабочих, которые к тому же не были направлены в дом его родителей официально. Тем не менее, на Диснея смерть матери произвела огромное впечатление. С годами Дисней пристрастился к алкоголю и выкуривал по 3 пачки сигарет в день. Кроме того, ему диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство, из-за которого мультипликатор постоянно мыл руки. 26 статуэток «Оскар», 111 фильмов Уолта как режиссера и почти 600 как продюсера не смогли улучшить ситуацию. Мультипликатор замкнулся в себе и чувствовал себя все хуже. В 1966 году Уолту поставили страшный диагноз – рак легких. Лучшие врачи и огромное состояние не помогли, и 15 декабря Дисней умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Он оставил после себя огромное творческое наследие, но также вошел в историю как один из самых сложных в общении людей. Как бы там ни было, созданные им мультипликационные шедевры, да и сам Уолт Дисней, навсегда останутся в истории. Ведь только благодаря ему полностью изменился взгляд на то, как должен выглядеть современный мультфильм. На этом у меня все. До новых встреч!